Всем привет! И в этом видео я хотела бы вам показать секонд-хенды в своем городе, а значит в Тюмени. Почему именно про секонд-хенды? Как по мне, в таких местах можно найти много интересных вещей, дать им вторую жизнь, и этими местами мне бы хотелось поделиться и с вами. Я выбрала 3 самых популярных магазина, которые первые отображаются в поиске в Дубльгисе. И, кстати, это видео не спонсировано ни одним из представленных магазинов. Мне бы хотелось начать с секонд-хенда под названием Чулан. При входе мы можем увидеть стену, обклеенную старыми кассетами. Очень приятно, когда магазин полностью декорирует пространство под себя, начиная со входа. При входе в магазин, кстати, лежат бесплатные вещи, которые можно взять любому желающему. И вот так выглядит магазин внутри. Секонд-хенд разделен на 2 комнаты. В одной, где мы сейчас находимся, сосредоточены книги, атрибуты для дома и всякие мелкие штучки. Я даже нашла здесь мангу. На удивление, тут продавались старые пластинки и даже аккордеон. В другой комнате находится одежда, обувь и аксессуары, и немного сервиза. Очень милейший сервиз, мне понравился. Также тут много одежды, но не так много, как в следующих магазинах. Это вам небольшой спойлер. Ну и достаточное количество обуви, которая, кстати, неплохо выглядит. Тут по соседству пристроились детские игрушки, их было немало, и они были в хорошем состоянии. И сумки здесь тоже присутствуют. Если честно, меня покорила одна из них. Это красная ретро-сумка. Я на самом деле безразлична к красному цвету, но она меня очень покорила своей фурнитурой. У нее металлические вставки по периметру и застежка довольно нестандартная. И тут я еще нашла интересный сервиз в стиле Марокко. Вы просто посмотрите на эту детализацию, это просто вау. Ну и, конечно же, за такую цену, в принципе, нормально. Здесь также есть немного винтажных вещей. Я бы хотела высказать свой вердикт по этому месту. Здесь достаточное количество вещей, обуви и аксессуаров. Также есть много маленьких вещичек для дома и разные атрибутики, и винтажных каких-то даже вещей. И я бы сама сюда ходила за сумками и разными безделушками для дома, и за красивым сервизом, конечно же. Следующий секонд находился в 15 минутах ходьбы от Чулана, поэтому можно легко дойти пешком, что я и сделала. Секонд-хенд называется «Лавка». Он самый маленький по площади, но в нем большое разнообразие одежды. Так как магазин небольшой, некоторые вещи лежат в контейнерах, но они рассортированы по размерам и полу. По сравнению с Чуланом, здесь намного больше одежды, но меньше различных штучек для дома и книг. Но здесь есть даже одеяла и подушки, которых нет в других секондах. И еще плюсом здесь есть секция с детскими вещами. Ее прям очень много. Вот я показываю, здесь есть и детские вещи. И здесь сосредоточено самое большое количество обуви. Сами видите, как ее здесь много, даже в Чулане столько не было, и поэтому можно приходить сюда за нормальной обувью. И еще здесь каким-то образом оказались книги 50 оттенков серого. Что? И буквально в последние минуты я заметила вот этот контейнер с дисками, и на удивление я нашла там много дисков Swings и Bratz, и в итоге я взяла вот этот диск всего лишь за 50 рублей. Ну и здесь я уже на кассе, и тут можно найти какие-то аксессуары, сумки и прочее. Мой отзыв по секонду. Здесь самый большой выбор обуви, хорошее разнообразие одежды, и есть много одежды для детей, но, к сожалению, очень грустно, что места не хватает и не можешь увидеть
всю одежду целиком, и приходится рыться в контейнерах. Но я думаю, что для тех, кто ищет, они всегда найдут. Потом я попала под небольшой дождь и на автобусе доехала до следующего секонда. Он называется Мегахенд. Этот магазин находится в центральной части Тюмени, и он оказался самым большим по площади. Он действительно очень огромный. В нем самое большое разнообразие именно одежды. У каждой категории, будь это юбки, джинсы, рубашки, очень много разных вариаций цветов, размеров и типов. Но по ценам тут не так радужно. Здесь значительно дороже, чем в других секондах. На мое ощущение. Состояние вещей довольно неплохое. В общем, судите сами. По сумкам и обуви тут особо не разгуляешься. Их не так много, как в лавке или чулане. Меня удивило, что в самом магазине есть небольшая зона отдыха, где стоят диванчики, кулер для воды, автомат со снеками и напитками и автомат с кофе. А тут я решила заценить их примерочные. Достаточно, кстати, неплохие, чистые, есть стул, вешалки. Простая базовая примерочная, есть еще коврик и ложка для обуви. И при входе в примерочную вам дают номерок с цифрой, сколько вещей вы взяли. Я думаю, это просто сделано в целях безопасности. Потом его отдаете и идете с вещью на кассу. Мой вердикт по этому секонд-хенду. Здесь большая площадь, и очень приятно ходить и не толпиться с другими людьми. Здесь большое разнообразие одежды, абсолютно для всех, даже для мужчин и для детей, и для людей с большими размерами. И также достаточное количество примерочных, хороших примерочных, где можно спокойно переодеться, там даже иногда бывают очереди. Спасибо вам большое, что посмотрели ролик до конца, и отдельное спасибо хочу сказать секонд-хендам, которые были показаны в этом ролике и которые мне не запретили снимать. Я очень много сил потратила на этот ролик, поэтому надеюсь, что он вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, не забывайте про колокольчик. Я буду рада любой вашей отдаче. Также подписывайтесь на мой инстаграм и телеграм. В инстаграме больше все-таки меня и моих фотографий, а в телеграме я опубликовываю все схемы, все идеи и вдохновения. Так что подписывайтесь. Не забывайте, что вы самые лучшие. Спасибо вам большое. Пока.